Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео покажу 3 красивых способа соединения мотивов связанных крючков. Прошу вас написать в комментариях, какой способ вам больше всего понравился. Я вяжу покрывало из мотивов с красивым рельефным узором. Как вязать такой мотив, смотрите по ссылке в описании к этому видео, либо в подсказке. Также я буду придумывать и показывать обвязку к покрывалу или кайму. Пока еще не придумала, что это будет. Поэтому подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Я вяжу мотивы для покрывала из пряжи на каденим. Это полухлопок, но можно выбрать для вязания покрывала или пледа любую пряжу с любым составом. Например, это может быть либо чистый акрил, либо полушерсть, либо любая другая пряжа, которая вам нравится. Для мотивов у меня использован такой серый цвет. Сейчас я скажу номер, это 170, но соединение мотивов, чтобы подчеркнуть их, я буду использовать вот такой светло-сиреневый цвет. Это номер 1149. Дорогие друзья, еще один момент. Перед тем, как соединять мотивы в единое полотно, обязательно сделайте ВТО. Если у вас пряжа переносит отпаривание, можно отпарить мотивы, предварительно наколов стороны мотива и измерив их, чтобы квадрат был правильной формы. Если, допустим, у вас акрил, который не переносит отпаривание, часто такое бывает, то можно мотивы постирать. И пока мотивы влажные, также на какой-то поверхности наколоть мотивы, распределить, разровнять их, измерить обязательно стороны, чтобы мотивы все были одинаковые, правильной формы, и оставить на ровной поверхности до высыхания. И мотивы у вас будут все красивенькие, ровненькие, и, конечно же, полотно тоже будет красиво смотреться после соединения. Итак, показываю первый способ. Показываю первый способ соединения мотивов, самый распространенный и простой. При таком соединении образуется аккуратный ровный шов, соединение достаточно плотное, и вот тонкая линия будет проходить между мотивами. Причем соединяем мы вначале швы, которые идут все в одну сторону, то есть все мотивы мы соединяем по линиям сначала в одну сторону, затем по другой стороне все мотивы будем соединять. Итак, как выполняется такой шов? Мы начинаем соединять четко от угла. У нас по сторонам квадрата равное количество столбиков, поэтому мотив должен четко сойтись от угла до угла. Поэтому без пропуска, смотрите, вкалываем крючок сначала во вторую полупетлю столбика с правой стороны, затем во вторую полупетлю столбика с левой стороны. Обратите внимание, нить у нас находится между квадратов. Подхватываем ее и провязываем соединительный столбик. И продолжаем в следующую петлю, то есть без пропусков. С правой стороны, с левой стороны подхватываем нить и провязываем соединительный столбик. Итак, выполняем шов, соединяя сначала 2 квадрата, и затем сразу же без обрыва нити можно переходить на соединение 3 и 4 квадрата. Итак, мы все квадраты соединяем вначале по одной стороне. Образуется вот такой аккуратный ровный шов по лицевой стороне, и с изнанки тоже смотрится все аккуратно и красиво. Второй способ соединения мотивов, такой более декоративный. Смотрите, какая получается змейка из петель, извилистая линия. Смотрится очень красиво и вяжется очень просто и быстро соединяются мотивы. И для этого также от угла начинаем соединение, но здесь мы делаем соединение в начале из, допустим, левого, начинайте либо с левой, либо с правой стороны. И слева за 2 полупетли вводим в вершину столбика крючок и провязываем соединительный столбик. Затем в правую сторону вкалываем за 2 полупетли крючок и провязываем также соединительный столбик. Обратите внимание, нить у нас между квадратов внизу. Из одной стороны, и с другой стороны, из вершин столбиков
провязываем соединительные столбики. И получается очень красивое соединение. Красивая извилистая линия из столбиков. И при этом соединение получается плотное. Вот из двух сторон. Так бы красивый плоский декоративный шов. И с изнанки тоже смотрится очень аккуратно. И показываю третий способ соединения. Смотрите, при таком соединении получается вот здесь более широкий шов и как на высоту столбиков с одним накидом. И здесь получается две полоски вершин столбиком по сторонам квадрата, то есть две косички. Шов выглядит немножко односторонне, так как с одной стороны вот идет светлая косичка верхушек столбиков, а здесь мы просто зацепляем за верхушки. Поэтому при выполнении шва необходимо соблюдать направление. То есть если вы сшиваете мотивы всегда таким способом снизу вверх, то вы так одно направление и соблюдаете. Также здесь важно учесть место здесь перехода по высоте на другие мотивы. Тоже это далее покажу. Итак, как выполняется такой шов? Здесь смотрите, вначале мы вкалываем крючок в вершину правой стороны, вершину столбика, делаем накид и затем заводим крючок за вершину с левой стороны столбика и провязываем накид и затем вершину столбика с накидом. Повторяем, вкалываем следующую вершину крючок, делаем накид, заводим крючок за вершину столбика с левой стороны и провязываем накид и затем вершину столбика. Повторяем, вкалываем в следующую вершину за 2 полупетли, делаем накид, заводим крючок здесь, то есть мы не сверху, не за полупетлю, а именно за вершину столбика, вытягиваем петлю, провязываем накид и вершину столбика. И таким образом выполняем шов до угла. И далее покажу, как выполнить переход. Итак, дорогие рукодельницы, при выполнении вот такого широкого шва далее показываю переход на вот этом перекрестке между мотивами. И смотрите, здесь я довязываю вот этот шов до самого угла. Но так как здесь была выполнена арочка из 3 петель, мы за вершину столбика не можем завести крючок, поэтому за вот вторые полупетли завожу крючок с одной стороны, подхватываю вторую полупетлю с другой стороны и провязываю здесь как столбик с накидом. И вот до самой угловой точки, то есть здесь еще один столбик я провязываю по центру арочки. Далее набираю 3 воздушные петли. И далее уже начинаю вязать тоже от угла точно такой же шов. То есть у нас мотивы будут соединены. Вот только вот здесь, пока мы выполняем шов только снизу вверх, то есть в одну сторону все швы, и соединяем мотивы только вот такими арочками. Уже при соединении в другом направлении мотивов мы будем вот эту пустоту заполнять. И сейчас я вот соединю вот эти 2 верхние мотива и покажу вам, как вот выполнять вот этот перекресток. Итак, здесь я уже провязала перекресток, получается неплохо, и сейчас я вам покажу весь процесс. Здесь смотрите, также я начала соединять мотивы, то есть после соединения мотивов по вертикали, далее по горизонтали соединяю, буду соединять все мотивы покрывала. И здесь вот мы четко тоже довязываем, получается, до перекрестка. Здесь смотрим, здесь идет угловая арочка, и тоже провязываем здесь за полупетли столбики, так как здесь невозможно ввести как бы за вершину столбика. И вот смотрите, вот она идет
3 воздушные петли на ширину вот этого шва, который идет уже по горизонтали. И здесь получается при переходе вот далее вкалываю крючок уже в первый столбик с накидом, в полупетлю, делаю накид и здесь захватываю вот вершину столбика, который идет ниже, и провязываю также столбик. Далее еще плюс 1 столбик, то есть вкалываю крючок, делаю накид. Здесь чуть ниже вот за ниточку столбика возьму, вкалываю крючок и провязываю накид, затем как вершину столбика. И здесь получается 2 столбика достаточно, чтобы перекрыть вот эту ширину расстояния. Далее уже начинаю вязать вот из угловой арочки, вкалываем в угловую, в полупетлю, накид. И здесь тоже угол идет, так как арочка угловая идет из 3 петель, получается 2 столбика я должна довязать до вершины первого столбика с накидом. Далее следующая петля, делаю накид и из следующей петли внизу провязываю столбик с накидом. И далее уже вкалываю крючок, вот следующий идет столбик с накидом, за 2 полупетли сверху за вершину, делаю накид, а здесь завожу за вершину столбика и провязываю уже столбик с накидом для полноценного шва. И так далее. В следующие 2 полупетли вкалываю крючок, накид, здесь по низу завожу крючок за вершину столбика и провязываю столбик с накидом. И здесь уже мы идем до следующего угла, выполняя шов. Получается очень интересное, красивые соединения, четко вырисовываются квадраты. Мне нравится, главное выполнять все швы вначале в одном направлении, затем в другом направлении, чтобы все смотрелось симметрично, аккуратно. Рекомендую потренироваться, то есть связать вначале все соединения на образцах, посмотреть и выбрать то, что вам понравится, и затем уже использовать в своей работе. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было все понятно. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!